Привет, уважаемые друзья и подписчики нашего канала, название которого сравнимо с названиями китайских автомобильных концернов. Сегодня на нашем столе обзоров весьма интересный рестайлинговый Dacia Duster, он же Renault Duster. Теперь кроссовер стал похож на новый вариант Renault Sandero, обзор про который уже есть на нашем канале. Но обо всем по порядку и прямо сейчас. И да, если досмотрите обзор до конца и поставите лайк, с меня анекдот. И не забывайте, что на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на новинки Renault и Dacia. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране и в описании к этому видео. Габаритные размеры кроссовера следующие: длина 4341 мм, ширина 2052 мм, высота 1693 мм, колесная база 2673 мм, высота дорожного просвета 217 мм, передняя подвеска независимая пружинная, задняя полунезависимая пружинная, тормоза в базовой версии передние дисковые, а сзади снова барабаны. Также стоит отметить, что в топливный бак вмещается до 50 литров топлива, в то время как под багаж производитель отделил 475 литров, хотя этот показатель можно увеличить, сложив задний ряд сидений. Дополнительно стоит сказать, что румынская модель также способна работать на сжиженном газе. Такие версии появились в продаже совсем недавно. Dacia Duster не блещет футуристичностью или чем-то новым в плане эстетики дизайна. Передок очень похож на Sandero. Фары выполнены в виде 4 секционных модулей, которые имеют угловатую параллелепипедную форму. Каждая секция отвечает за свою роль: ближний и дальний свет, поворотники, противотуманки, круговое освещение. Смотрится красиво и вполне уместно в общем концепте дизайна. Примечательно, что решетка радиатора вовсе не решетка, она разделена на несколько секций такой же формы, что и оптика, и отлично сочетается в визуальном плане. Посередине решетки базируется эмблема производителя в виде перевернутой трапеции в хромированном цвете. Общий вид передка не агрессивный, не вычурный и даже не спортивный, он просто прагматичный. Бампер массивный, первое, что бросается в глаза, металлическая вставка, которая по форме напоминает кенгурятник, хотя на самом деле она им не является. В нижней части этой вставки есть передние дублирующие фонари, которые также играют роль кругового освещения. Под этой вставкой базируется нижняя часть бампера, которая отдельно в черном цвете. В ее углах расположились небольшие круглые противотуманки дополнительного типа. Дизайнерский ход с круглой формой смотрится уместно, но не сказать, чтобы очень свежо. Боковой дизайн чуть более интересный. Здесь у нас имеется декоративная вставка с поворотниками на каждом боку. Она начинается от переднего крыла, идет вдоль передней двери вверх. Поворотник в люксовой версии будет заменен на оптическую камеру бокового обзора. В нижней части дверей идет параллелепипедный ложемент со скругленными углами. Ручки дверей хоть и утоплены в корпус, но имеют углубление для удобного открывания. А вот задняя часть необычная ввиду использования небольших задних огней, которые разделены на несколько секторов внутри самого оптического модуля. Посередине двери багажного отсека крепится эмблема компании, почти так же, как и в Sandero. Ниже нее расположилось название модели, а под ней ложемент под крепление номера. В нижней части бампера есть дублирующие габариты и поворотники. В салоне появилась новая обивка сидений и подголовники другой формы. Высокая центральная консоль оборудована выдвигающимся на 70 мм подлокотником, под которым расположен запираемый отсек объемом 1,1 литра. На торце со стороны задних пассажиров 2 зарядных USB-порта. Для внедорожника также предусмотрены 3 медиасистемы на выбор: базовая магнитола Dacia Plug Music и новая медиа-дисплей MediaNav. Причем последние две с 8-дюймовым дисплеем. Они поддерживают Apple CarPlay и Android Auto, в топовом варианте еще и Wi-Fi.
Полноприводные дастеры оснащены новыми мультимедийными комплексами. Сохранили специальную вкладку меню 4×4 монитор. Это виртуальный кренометр, компас, альтиметр и индикатор угла наклона, использующий данные адаптивного помощника при спуске. В списке доступного оснащения, помимо прочего, также есть мониторинг слепых зон. Работает на скоростях от 30 до 140 км в час. Ультразвуковые датчики парковки и система кругового обзора с 4 камерами, по одной спереди и сзади, плюс с каждого борта. В Европе любят экономичные авто, поэтому на зарубежном рынке Dacia Duster представлены в основном с 1,5-литровым турбодизелем К9К на 115 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. Также из нового есть литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор на 90 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Расход бензина по паспорту в смешанном цикле 6 литров. Разгон до сотни 13 секунд, а максимальная скорость 166 км в час. У нас же можно купить новый Renault Duster еще с бензиновым мотором 1.3, 1.6 и 2.0 литра. В то же время среди трансмиссий выбора нет, совершенно никакого, и модель доступна только с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Стоит отметить, что российский Duster также предложен и с вариатором. Стоит также отметить 150-сильный бензиновый двигатель с совершенно новой 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Особый интерес вызывает версия с заводским ГБО, которая при полной заправке бензином и газом может проехать до 1235 км. Цена выйдет в пределах 15 тысяч евро. Это без учета того, сколько еще накрутят импортеры нашей необъятной страны. Но в целом стоимость вполне обоснована. Ну и обещанный мной анекдот. Еврей, доехав до дома на такси, выходит молча из машины и начинает шарить по карманам и громко говорит: «Черт, кажется, в машине кошелек выронил». Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается. «Рабинович не врет, это правда работает». А на этом видео подошло к концу. Как и всегда, будем рады, если вы поставите свой царский лайк, прожмете колокольчик и подпишитесь на наш канал, если еще этого не сделали. Удачи и до завтра! Также буду рад, если вы перейдете на наш канал для просмотра других роликов.